Всем привет, с вами Торичан. Сегодня мы поговорим с вами о запретных темах, на которые в Японии не говорят. Конечно, с хорошими друзьями можно обсуждать что угодно, но также в Японии есть табу темы, которые не принято поднимать с новыми знакомыми или с не очень близкими людьми, как коллеги по работе или соседи. Первое – это семейная ситуация. Замужем или женат ли ты, есть ли у тебя парень или девушка, есть ли у тебя брат или сестра, как поживают твои родители и чем они занимаются, есть ли у тебя дети и так далее. Конечно, такую тему могут иногда поднять и при первом знакомстве, но очень редко и очень аккуратно, потому что это считается довольно щепетильной темой. Вот спросит у человека, есть ли у него брат или сестра, а оказывается, он потерял их недавно трагически, и дальше уже труднее строить разговор, поэтому обычно, когда японцы говорят на эту тему, они начинают с себя. Например, вот у себя в семье я самая младшая из сестер, и если человек хочет, он дальше расскажет, как у него в семье. Или, например, если вы видели, что у человека кольцо обручальное на руке, в Японии на левой руке кольцо, то могут спросить: о, ты замужем или ты женился недавно? Самый мой любимый вопрос из этой категории, который в Японии никогда не спросят, это когда дети? А вы будете детей заводить? А когда вы детей заведете? Никогда в Японии никто, даже родственники мужа, даже мама или бабушка мужа, папа мужа, никто не спросит, когда дети. Это в Японии считается неприличным. Конечно, возможно, в каких-то семьях могут это спросить, но это редкость, как я знаю, и лично меня ни разу не спрашивала семья мужа, когда дети. Максимум японские родственники могут спросить косвенно, какие у вас планы на будущее, но это можно по-разному интерпретировать и сказать, допустим, ну, пока планов никаких нету, или мы собираемся переезжать. И также важно понимать, что в Японии довольно поздно женятся и выходят замуж. К 30 годам нормально быть еще одиноким. Здесь к 35 ближе уже многие женятся, поэтому детей тоже рожают намного позже, чем в других странах, поэтому об этом не спрашивают. Также много около проблемы с этим, поэтому да. Вторая тема – это зарплата. Говорят, что в Китае, например, нормально спрашивать даже нового знакомого, какая у него зарплата, но не в Японии. Как я ни пыталась узнать у своих коллег, какая у них зарплата, никто никогда не кололся, потому что в Японии считается не очень хорошо обсуждать эту тему. И причин на то много, но одна из них – это то, что даже в одной фирме на одной и той же позиции может быть совершенно разная зарплата, и при этом причина, почему зарплата разная, не всегда хорошая. Например, может быть выше зарплата у мужчин, чем у женщин на той же позиции. Или, например, может быть такое, что у человека высокая зарплата, но при этом у него не такие уже хорошие навыки и скиллы, а зарплата высокая только потому, что он в возрасте или он много лет работает в этой фирме, а у молодого специалиста с большим количеством хороших навыков может быть низкая зарплата. При этом, когда японки ищут себе потенциального мужа, очень важный для них критерий – это зарплата. Поэтому на первом свидании и хочется, и колется спросить у парня, какая у него зарплата, но это же неприлично. Некоторые не выдерживают и спрашивают, а некоторые используют приложение, где сразу видно зарплата парня, и там уже отсеивают, с какой зарплатой им люди подходят, а с какой нет. Третье – это вес. Не только в Японии, во многих странах девушки не хотят обсуждать их вес, но в Японии особенно, потому что здесь очень развита культура диеты и считается, что нужно быть очень худой, чтобы быть красивой. Японки могут говорить что-то вроде «я потолстела в последнее время на пару килограмм», но точно сколько она весит, только если вы хорошие друзья или если она хочет похвастаться своим весом, тогда вам скажет, сколько весит человек. Четвертое. Месячные. Тема месячных в Японии затабуирована еще с эпохи Хэйан, это 1200 лет назад. В последнее время ее пытаются меньше табуированной делать, чтобы больше об этом говорилось по телевизору и в передачах, и там между людьми, но все равно есть какое-то отрицание существования месячных. В эпоху Хэйан девушек, у которых были месячные, запирали в кладовку, и даже
готовили еду на разном огне для тех, у кого есть месячные, и тех, у кого нет месячных. Разный огонь. Не знаю почему, но вот такое было отрицание этой темы. И в наше время, конечно, не запирают никуда, к счастью, девушек, но об этом и открыто не говорят. Я уже рассказывала подробно о месячных в Японии в отдельном видео, то что даже прокладки продаются в магазине, когда ты покупаешь их, тебе их в черный пакет упаковывают, не спрашивая тебя, чтобы это было ни в коем случае не видно, и так далее. Из хорошего все больше молодых пар обсуждает тему месячных, они делают вид, как будто этого не существует, а также у нас в префектуре Сайтама в некоторых туалетах поставили автоматы с бесплатными прокладками, что очень здорово. Пятое. Негативные темы. Японцы стараются не поднимать грустные, печальные, трагичные, в общем, негативные темы в разговоре. И это касается не только разговора с новыми знакомыми, но и, в принципе, любого разговора, даже с хорошими друзьями и знакомыми, потому что это может испортить все настроение всем, кто участвует в этой беседе, и японцы не хотят доставлять неудобств. Поэтому, если даже у человека случилось что-то плохое в жизни, ты его спрашиваешь, как у тебя дела, тебе он не скажет правду, что у него там умерла кошка или там что-то еще случилось плохое. Шестое — это жалобы на работу, на коллег, на семью. Бывает иногда такое, что на корпоративе могут работники одной фирмы жаловаться на работу, на переработки и так далее, но это считается не очень хорошо. Не советую в Японии жаловаться на свою работу, особенно своим же коллегам, потому что могут донести. Седьмое. Спорные темы и дебаты. Многие иностранцы говорят, что вот, у японцев нет своего мнения, и они никогда его не высказывают. В какой-то мере это правда, потому что японцы будут любыми способами избегать спорных тем и дебатов. Они согласятся с вашим мнением, когда вы пытаетесь на какую-то тему поспорить, не потому что у них нет своего мнения или не потому что они с вами согласны в реальности, а потому что да, я согласен, давай перейдем на более спокойную и мирную тему. Это не в японской культуре устраивать дебаты и доказывать свое мнение, потому что это обозначает не только то, что ты должен выразить свое мнение ярко и доказать, что ты прав, но и то, что ты должен отрицать мнение другого человека, а это идет против японской мирной культуры. Японцы принимают мнение человека, даже если у них другое мнение, поэтому они не любят дебаты и какие-то такие спорные темы. И это не значит, что у них нет своего мнения, просто, скорее всего, вы не на том уровне, чтобы спорить на какие-то темы. И даже если вы очень хорошие, лучшие друзья, японцы все равно не будут открыто ваше мнение как-то отрицать или спорить с вами. Они могут более открыто свое мнение говорить, но ваше не отрицать. Восьмое — это религия. Сами японцы не особо религиозные, многие японцы относятся сразу к двум религиям, синтоизм и буддизм. В Японии есть как мусульмане, так и христиане, очень маленький процент, но есть. Но при этом тема религии считается не самой лучшей для разговора, потому что также в Японии существуют разные секты новой религии. Некоторые участники таких религий довольно агрессивно свое мнение высказывают, поэтому японцы пытаются не разговаривать с кем-то на тему религии, а вдруг он относится к этой новой какой-то секте. Девятая тема — это политика. Причина та же, что и с религией. В общем, японцы довольно спокойно относятся к политике, но бывают люди с очень сильным мнением, поэтому ты не знаешь точно человек, как к какой партии относится, поэтому лучше не обсуждать эту тему в Японии, считается. И десятая тема — это бейсбол. Почему именно бейсбол, а не, допустим, тема спорта в целом? Потому что в Японии очень много фанатов, реальных фанатов бейсбола. Бейсбол в Японии самый популярный спорт, популярнее футбола или баскетбола, тенниса и так далее. Бейсбол на первом месте. Поэтому та же тема, что и с политикой и религией. В общем,
про спорт можно пообсуждать, но вдруг ты попадешь на фанатика бейсбола, и вы будете фанаты разных команд, и тогда все, никакого мирного разговора не получится. Поэтому считается, что религия, политика и бейсбол не для обсуждения. Как много негласных правил, тогда о чем с ними можно поговорить? Понятное дело, что можно говорить на любую тему, если осторожно, кроме вашего любимого хобби, аниме, фильма или музыки. В Японии есть 3 популярные темы, которые японцы обязательно обсуждают, даже если вы только познакомились, и которые не самые лучшие темы для обсуждения в других странах, кстати. Это ваш возраст, сколько вам лет, обязательно спросят. Откуда вы родом, обязательно спросят, неважно, вы японец или иностранец. И ваше образование иногда могут спросить. Почему именно эти 3 темы? Потому что так японцы ищут точки соприкосновения с вами. Если вы, допустим, одинакового возраста или близкого возраста, то у вас, наверное, есть какие-то общие темы для обсуждения. Фильмы в детстве вы, наверное, смотрели одинаковые, или если вы из одной и той же префектуры, то у вас тоже какие-то есть темы близкие для обсуждения. Поскольку Япония не настолько многорасовая, многонациональная страна, как, допустим, Америка и другие страны, тут считается нормальным спрашивать эти вопросы, потому что у всех примерно одинаковый бэкграунд, многие могут позволить себе пойти в университет, и это не считается чем-то странным спрашивать. Поэтому бывает такое, что японцы искренне удивляются, когда иностранки отказываются отвечать, сколько им лет. Почему она не говорит, сколько ей лет? Что там скрывать-то? Это были табу темы в Японии. Еще раз скажу, что японцы иногда поднимают эти темы, но очень осторожно. Надеюсь, что вам было интересно это видео. А какие табу темы есть в вашей стране? Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!